Признаюсь, я гений. Громкое заявление перед тем, как вы подумаете, мол, я схватил там какую-то звезду с неба и решил потешить свое эго. Посмотрите данный ролик, и вы поймете, с чем связано мое восхищение. И сразу оговорюсь, будет душно, прям очень душно. Помните, что месяц назад на моем канале выходил ролик по сравнению двух коробок, синей и фиольной восточки. В нем я описал блокирование, привел аналитику из своих тестов и вывел показатель блока как стат, дав почву работы с ним, объяснив ценность трактатов на блок и прочее. И новый игрок скажет, мол, ну и чё здесь такого? А как вам то, что все эти годы, ровно до последнего глобального обновления, данную характеристику не выводил никто? По крайней мере, из того, что я видел. А теперь сам разраб ввел показатель блока для героев и отрядов, сделав его постоянной физической единицей. И что вы думаете? Все мои вычисления полностью сошлись с реальностью. Сказать, что я был поражен, ничего не сказать. Тем более, что это не первый такой случай, но сегодня не об этом. Да, у меня были погрешности в том плане, что я свел в сравнении показатель блока пеших рыцарей, оклеветав их 500-кой блокирования, а у них оказалось целая 1000. Но это можно сослать на то, что тесты я не конспектировал, и ошибки просто иногда случаются. Но остальное это сошлось и сошлось в точности. И теперь, имея полноценный стат, если ранее некоторые моменты я не мог осветить, так как не было достоверных фактов, теперь многое мы можем сказать точно, чему и будет посвящена первая половина ролика. Начнем, пожалуй, с того, что коробки теперь полубесполезны, как постоянный юнит в замесе, и что я подразумеваю. Для начала рассмотрим стат, который зависит от блока, а именно его восстановления. Мы можем увидеть, что постоянный показатель здоровья щита на щитоносцах 1000+, а восстановление блока меньше 100, причем кратно. Это значит, что в секунду, а работает оно именно так, блок восстанавливает супер-микро-мало очков здоровья, и для полного восстановления блокирования вам потребуется около половины матча без боя простоять в АФК. Мы знаем, что коробки играются онли через показатель блока, и когда он рушится, они становятся просто мясом. Фиольная коробка, к примеру, может быть неплохим мясом в сопровождении из-за неуязвимости, а синяя может неплохо так блочить проходы моделькой. Но они теряют по сути свою основную функцию, это заграждение блоком. И теперь коробка юзер должен быть каким-то сверхчеловеком, который мало того, что должен следить за состоянием щитов своего отряда, так еще и бегать менять отряд через плюсик, чтобы восстановить блок до фула, ибо автоматом он восстанавливается 2-3 минуты. Еще раз, чтобы коробку реализовать на максималку в нынешних реалиях, вам нужно зайти в замес, протанчить в статичном построении, увидеть, что щиты поломаны, завязать какой-то сейф спелл, типа какого-нибудь бастиона, чтобы дотанчить уже тушами, а если ваш отряд пережил этот замес, бежать на плюс и менять его либо на другой, либо через кулдаун в 15 секунд на этот же. То есть теперь коробка не должна быть вашим последним юнитом, который вы возьмете в бой, если хотите отыграть ей с пользой. Нет, я не говорю, что коробки все, больше не юзаем, я лишь говорю, что теперь игра ей будет выглядеть так. Что дело до баклеров, от них больше вы ждете урона, чем танковости щитами, поэтому советую не заморачиваться такими манипуляциями. И если вы подумали, что нам ввели стат блокирования и это ответило на все наши вопросы, то нет, это создало их еще больше. Особо внимательные могли увидеть, что на отрядах без щитов появился стат блокирования и его восстановления. Как это объяснить? Для начала я взял продвигу и алебарды фиольные и подумал, что этот стат дает пассивка тяжелые доспехи, которые есть у обоих юнитов. Но покопавшись дальше, я увидел, что у некоторых древков он тоже есть, включая синюю эпоху, которая не имеет такой пассивы. И я подумал, может быть это присвоили просто всем древкам, но оказалось нет. На многих древках он отсутствует. Рассмотря и другие отряды из числа особых, на ком-то он есть, на ком-то нет. И я пришел к выводу, что показатель блокирования на отрядах без щита это в одних случаях механическая адаптация скиллов, например, лес копий, который из описания нам говорит, что первый полученный урон от кавалерии будет значительно снижен, и блокирование здесь будет действовать как некий модификатор снижения этого самого урона только от конницы и только в лесе копий. При других же
случаях, например, как крутилка монахов, будет эвейдить ближние атаки, когда те находятся в состоянии активности скилла. Одно радует, пока у нас нет никаких общих трактатов на блок, которые могли бы повысить этот стат блокирования на отрядах без щитов, поэтому наша задача с вами при юзе того или иного отряда определить, где именно отряд использует этот показатель и ловить на этом несведущих врагов. Что касается героя, его стат блокирования тоже теперь стал отображаться, но при просмотре общих характеристик в меню героя, нажав на подробнее. Теперь, зная эти нюансы, так как предыдущий ролик набрал 100 лайков и как обещал, вот вам разбор остальных уже атакующих коробок. И что я вкладываю в этот термин? Это значит, что эти коробки в моем понимании больше предназначены для атаки, нежели для защиты, поэтому упарываться в защиту здесь на 100% не придется и можно адаптировать их геймплей под атаку. Первый отряд к разбору я предлагаю рассмотреть зеленую западную коробку, и если вы думаете, что этот отряд онли на сдачу, вы глубоко ошибаетесь. Сейчас эти ребята играются даже на золотом этапе сезона и втанчивают в замесах гигацентнеры урона. Если обратите внимание на их статы, то не найдете ничего кроме слабости, а посмотрев на их мастерство, вы можете вообще пребывать в недоумении, так как мастерка полностью заточена на атаку. В пассивках тоже абсолютный ноль импакта. И как, вы спросите меня, имея так мало блока и живучести, может вообще что-то танчить этот отряд, тем более реализовывать урон? И я дам вам ответ. Для начала разберем скиллы. Самозабвенная атака, их основной скилл, от которого вы будете играть, позволяет отряду убрать щиты за спину и наносить по отрядам врага повышенный урон. И по какой-то неведомой причине, помимо удвоения дамага, этот скилл режет входящий урон по коробке почти вдвое. Причем об этом нигде ничего не сказано. И первое время я думал, мол, дело в трактатах, но затестив голую коробку, скажу вам, что нет, это их родной баф. А вот с продвижением вы знакомы, оно, как и на других коробках, достаточно кривое и в данном случае вообще не юзается. Провалимся в ветке талантов, и тут мы уже видим, что имеется очень много процентов, а как вы знаете из моих прошлых видосов, проценты это имба. Играются обе ветки, если вы хотите full жир, это вверх, если же дамаг, то это низ. Я для себя выбрал дамаг, так как использую коробку исключительно в атакующих целях. А теперь в трактаты, господа. Используя короб через верхнюю ветку, вам уже урон никак не разогнать, поэтому пихайте все, что есть на защиту. Логика в этом проста, но тут, так как стокового блокирования мало, я предлагаю больше сконцентрироваться на трактатах, которые бустят защиту самой туши юнита, а именно процентно снижают дамаг по самому юниту или повышают статы дробящей, проникающей и рубящей защиты. В хитпоинты тоже можно упороться, но больше как приятным бонусом. Если же желаете играть через построение, дабы использовать коробку от блокирования, потребуется разогнать стат блока до 1000+ одними только трактатами. Для этого вам понадобится фулл трактаты на блокирование и придется завязать даже высокие их тиры, ибо по-другому никак. Но как я считаю, в нынешних условиях это имеет смысл только на синем этапе сезона, а длится он всего первую неделю, так что просто забейте. Если вы, как и я, решаете использовать короб в атаке, то ставим обязательно урон героя и урон отряда. Почему именно так, объяснял в ролике про зеленых коней. Кстати, он тоже ждет соточки лайков от вас для продолжения. Можно, конечно, поставить трактаты на атаку лучше, но этих вполне хватит. И догоняем жир защитой 1 с процентной защитой трактатом первая помощь, он даст активный хил на коробку и 20% резиста после пробития щита, а пробивается он достаточно быстро и часто. Также обязательным трактатом будет являться и благородная кровь 1. Это очень редкий трактат, и выбивается он из духа трактата или с маленькими процентами из раскопок. Вешается такой трактат только на рыцарские гербовые отряды, а эта коробка как раз относится к ним. Действует он как отложенный урон, который преобразуется в кровотечение, позволяя вам дольше жить и больнее бить, когда вам наносит урон. Завершительные пару слов о построениях. Здесь по аналогии с любыми другими коробками юзайте их в зависимости от требуемой площади прикрытия от стрелков, но стоит учитывать, что достаточно важно, какое построение вы будете использовать в атаке. Юзнув первый скилл, коробка хоть и начинает дамажить и становится полунеуязвимой, но будет очень медленно расползаться. Если юзаете построение черепахи, то коробка будет дамажить меньше, исходя из того, что меньше юнитов окажется во фронте близко с врагами. Это скажется и на продвижении врага дальше через вас, так как коробку придется разбирать рядами. Если же использовать линейное построение, то юниты коробки под первым скиллом начнут буквально обволакивать поле боя, что увеличит площадь
площадь разового урона и как приятный буст заключит врага в кольцо. Ну и как вы догадались, геймплей будет заключаться не в том, чтобы там стоять и прикрывать, а танчить и сдерживать врага своим мясом, внося неплохой ответный дамаг. Подходите в нужном построении к замесу и нажимаете первый скилл. Вот и весь геймплей. Так как отряд дешев в лидерстве и часто пикается на сдачу, вы не сильно им дорожите. Как правило, это и развязывает вам руки. Этот короб может как бить из второй линии боя, причем неплохо себя в этом показывая, так и инициируя бой. За счет огромного числа юнитов в отряде на вас приходится основной таргет всего урона, и вы обычным способом передвижения можете завести ее во вражеское скопление и прожать единичку. Тем самым 4 секунды быть почти бессмертными, сконцентрировать на себе весь входящий урон врага и расшевелить застоявшихся союзников, которые нуждаются во фронтлейне. Ведь так как весь урон приходится в вас, особенно с пикой алибард, которые агрятся на одну цель и не дамажат никого за ней, под вами союзники проживут намного дольше. Можно, конечно, подождать эти 4 секунды, вывести коробку и снова завести ее после отката способности, а КДшится она достаточно мало, но делать этого я не рекомендую, так как значительная часть урона приходится при отталкивании щитом, а под первым скиллом этот эффект не действует, только когда отряд держит щит в руках. Ну, с зеленью, я думаю, закончили. Переходим к следующему ее грейду по ветке отваги, чем является фиольный аналог. Сразу скажу, что слов тут будет немного. Я тестил разные прокачки и расстановки трактатов, ставил на нее все самое лучшее, пробовал играть ей с разных позиций, разными способами, и тем не менее показывает она себя не очень хорошо, слабо говоря. Основную роль коробки она выполняет ровно так же, как серая или зеленая коробка, а в атакующей стилистике вообще абсолютный ноль, даже если полностью ее зарядить на урон. Из веток прокачки мы можем видеть, что самая профитная подразумевает деф от коней и урон по ним, но с этим она тоже не справляется. Имеется сопровождение, позволяющее ей окутывать героя живым щитом и хилить самих юнитов от мастерства, но при этом весь возможный урон потенциал у нее почему-то направлен на нахождение в статичном построении. Дело, конечно, ваше, но я бы вообще не тратил свое время на попытки ее реализовывать. Но что могу сказать из того, что подметил, если вам прям очень хочется? Если играете через построение, качайте низ и бегайте за союзными стрелками, соответственно, все трактаты на ваш выбор будут в блокирование или в жир. Можно двигать ее также в линейном построении во второй линии боя, нанося микродамаг из-под прикрытия. Если бегаете ей в сопровождении, как пешими рыцарями, то качайте вверх и все трактаты ставьте на урон. Но не советую тратить хорошие трактаты больших грейдов, много погоды это вам не даст, и сгодятся они лучше для более актуальных отрядов. И, к сожалению, это все, что мне удалось подметить. Следующие к разбору будут симашские стражи или симаши, тоже давно вышедший из меты отряд, однако он в данном случае более реализуем, чем предыдущая коробка. К сожалению, пока не появилось на нем мастерство, как на паладинах, к примеру, и как коробка отряд также годен лишь прикрыть от стрел, но как атакующая единица второй линии боя очень даже ничего. Если есть кому танчить, конечно, но об этом чуть позднее. По пассивам все стандартно, без каких-либо нюансов и интересностей, как и характеристики в общем-то тоже не самые топовые, ну и не самые худшие. По скиллам своеобразный лес копий, юзнув который коробчане присядут на копчик в том положении, в котором стояли ранее, и будут повернуты в ту сторону, в которую были до приседа, без разворота на врага, как это делают, к примеру, алибарды в своем лесе копий, и будут тыкать копьем вперед. При этом они будут блокировать атаки по низу и хилиться за счет них, но их верх будет полностью открыт. Продвижение работает как и на других коробках, но в случае симашей оно уместно. Для чего? Для того, чтобы они собрались в кучу в виде клина в нужном направлении, и вы смогли прожать единицу, тем самым сконцентрировав юнитов в нужном вам русле и увеличив их площадь наносимого дамага в лесе копий, когда они садятся. Думаю, по веткам прокачки со мной будут согласны все. Качается это чудо вверх и остаток вниз, дабы взять перки на лес копий, ведь играть будем именно от него. Теперь к трактатам. Так как я рассматриваю их только в атакующих целях, по понятным причинам предлагаю бустануть их чистый урон через грозу отрядов и убийцу героев, так как их лес копий будет считаться условным уроном со способности и грейдить проникающий стат. Следом обязательно их родной синий трактат на 12% увеличения дамага в лесе копий. Также обязательным будет и благородная кровь 1, так как дамага по низу крайне мало и все, что вам попадает в голову, а значит стакает и
именно этот трактат. Он же даст и неплохой деф в вашей туше. Раньше, конечно, так много доктрин на урон не требовалось. Буквально сезона 3 назад, но так как метовые юниты сейчас достаточно плотные, чтобы вы смогли внести хоть какой-то урон, вам эти 4 трактата просто обязательны. Тем более они отлично друг с другом синергируют. 5-й трактат уже будет ситуативен для вас. Вы можете поставить бастион, он даст вам неуязвимость на 2,5 секунды и повысит вашу выживаемость во множестве ситуаций, например, от коней или контроля героев. Понимаю, что бастион это редкий трактат, и вы можете выбрать вместо него либо компетентный, чтобы по спине сильно не прилетало, но сразу скажу, что вам это мало чем поможет, так как развернуться в случае чего вы уже не сможете, и скорее всего это рип. Либо первую помощь для хила и резиста урона после пробития щита догнать еще можно, и урон через уличный бой. Или что-нибудь на здоровье и резист от дробящего урона, чтобы меньше страдать от героев. Геймплей будет заключаться в том, чтобы присосаться к какому-нибудь танковому юниту, в идеале к коробке, но здесь вам нужно следить за тем, чтобы вы вдвоем против превышающего числа противников не оказались и двигались вместе с союзниками. Бегать за этой коробкой, когда она вступает в бой, садиться под нее по схеме, прожимаете продвижение и после этого единицу. Можно и просто в идущий замес плюс-минус равный прибежать и сесть, но это уже нужно тренировать навык оценки боя. Сложность еще будет заключаться в том, чтобы найти в этом замесе линию соприкосновения с вражескими юнитами, которая будет постоянно меняться и вовремя к ней смещаться, чтобы не вылезти слишком вперед и не получить в рожу, или не оказаться слишком позади и просто никого не задевать лесом копий. Ну и дабы уже добить коробки, давайте рассмотрим напоследок мирмелонцев. В нынешний момент я считаю этот отряд венцом баланса, так как чтобы он хорошо игрался, нужно четко понимать, что на него ставить и что вы от него хотите. Мирмелонцы, как по мне, это коробка в последнюю очередь. Приоритет в моем понимании стоит на первом месте в контроле, на втором в уроне, а на третьем в выживаемости. Но правда в том, что одновременно все эти вещи забустить нельзя, иначе в ваших руках окажется просто ни рыба, ни мясо. Нужно выбрать что-то одно, и если контроль хоть как-то можно адаптировать и особо много на него вам не приходится из вашего вмешательства, то остальные два параметра строго настраиваемые. Но сначала давайте изучим сам отряд. Если в построениях по аналогии с предыдущими экземплярами все ясно, то с пассивами данного отряда мало кто ознакомливался. Начнем с того, что мирмелонцы отталкивают первым ударом атакующих их щиты врагов, но действует это только в первое время после юза построения. Вторая же пассива накладывает стак увеличения защиты за каждый пройденный урон в тушу до 10 стаков. Каждый пятый стак повышает здоровье щита на 1/4. Стаки имеют длительность в 20 секунд. То есть, если отряд долго бьют, он будет поднимать щиты с 1/4 их здоровья каждых 5 ударов по ним. Стоит ли говорить, что этот счетчик не всегда работает корректно? Думаю, нет. Эта пассива начинает действовать только после того, как вы юзаете их основной и единственный скилл — мирмелонская защита. Буквально это чардж, который опрокидывает врагов при столкновении с ними на его пути, и после опрокидывания через 3 секунды дает еще один раз такой же рывок каждому юниту под себя, после чего отряд собирается в уникальное компактное построение, и только в этом построении начинает работать вторая пассивка. Сам же скилл наносит дробящий урон, и по сути это их основной дамаг, остальные типы урона отряд будет наносить с автоатак. Что ж, теперь перейдем к веткам талантов. Обе ветки играются в зависимости от вашего геймплея. Верхняя, как по мне, более профитна, так как снижает кулдаун мирмелонской защиты на 9 секунд, когда нижняя, к примеру, всего на 4. Но если вы хотите, чтобы мирмелонка жила после чарджа внутри замеса, я не знаю, зачем вам это нужно, но все же, то вам нужно качать низ. Если же хотите давать натиск чаще, но при этом жертвуя выживаемостью, как и ранее сказал, это вверх. Трактаты тоже полностью будут зависеть от геймплея. Так как контроль — это первоочередный смысл этого отряда, на мой взгляд, его нужно обезопасить. Именно для этого самый необходимый трактат — это бастион. Без него этот отряд лучше вообще не рассматривать. Если вы выбрали нижнюю ветку, для вас имеет смысл качать либо полностью блокирование трактатами и делать из мирмелонки какую-то непробиваемую крепость, либо, так как дефа нижняя ветка для туши вкупе с пассивкой и так дают очень много, именно по низу имеет место альтернативная раскидка по трактатам в дамаг. Следовательно, для нижней прокачки две альтернативы. А если вы выбрали верхнюю ветку, то так как делаете уклон в
откат и частоту натиска, вам обязательно нужен родной трактат на снижение кулдауна, иначе теряется просто ротация вашего выбора. Следом, так как геймплей по верхней ветке требует вашего врыва и после выдергивать отряд из замеса, для повторного чарджа нужно снизить дамаг им в спину, с чем отлично справится компетентность. И остается всего лишь 2 слота под трактаты, куда советую пихнуть трактат на лидерство, ибо Мирмелонка для фиольного отряда достаточно дорогая, а последний слот забить вообще трактатом на 400 блока или лучше, главное чтобы на деф. При такой сборке вы будете часто давать натиск и при грамотном распоряжении отрядом нести меньше потерь, при этом юзая его практически в каждый бой. Что касается до варианта через ранее упомянутый урон по нижней ветке, чтобы разогнать урон, вам нужно вставить грозу отрядов и убийцу героев, или аналоги лучше, также уличный бой и дробящий удар. И даже с таким пулом вам придется пожертвовать либо бастионом, либо трактатом на снижение кулдауна чарджа, что крайне негативно. При всех равных вы не сильно бустанете урон, и он будет ролять лишь в ряде случаев против ряда отрядов. Но если желаете, можете, конечно, попробовать, глядишь, вам понравится. Также небольшие советы по геймплею, которые не привязаны к определенной прокачке. Старайтесь не оставлять отряд после чарджа внутри замеса. Пробуйте всегда выдернуть отряд, чтобы дать еще один чардж позднее. В момент кулдауна или отыгрывая коробку, помните, что перестраиваясь, вы будете опрокидывать врагов, которые бьются в ваши щиты. Не перестраивайтесь в момент нанесения по вам урона, но обязательно меняйте построение в промежутках между наплывами врагов. Бастион юзайте только в том случае, если видите потенциальную угрозу того, что вас могут законтролить на любом этапе чарджа. Никогда не бойтесь его отменить или прервать второе прокидывание, всегда лучше дать 3-4 средних чарджей за игру и пусть не убить, но пробить строй врага, чем сдохнуть за условных 30 киллов в замесе одним чарджем. Старайтесь не юзать натиск далеко с запасом, как конницу, к примеру. Если враг не пятится назад, давайте конец натиска на стык врага, чтобы в случае контроля или серии опрокидываний Мирмелонки она сильно не разбежалась от центра врыва. Вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Если видео оказалось вам полезным, лайк, подписка, коммент, колокольчик. Если нет, обязательно пишите, чего вы тут не увидели, хотя ждали. Обязательно посмотрю, и может у вас есть свои способы реализации данных отрядов. Можете тоже написать. Думаю, это может оказаться очень интересным. С вами был Лорд Говард. Покеда.